Но тут нужно определиться, что вы конкретно хотите получить в результате. То есть, если вы хотите зарабатывать деньги на психологии, то тут нужно понять, где, в какой области, сколько вы хотите. А второй момент, если вы хотите стать психологом для своих близких, то по большому счету мы все психологи в этом отношении. То есть у нас есть в какой-то мере пирамида психологических услуг, которые можем оказывать. И на самом низу пирамиды у нас те манипуляции, те психологические интервенции, которые снимают тревогу. И в этом отношении, допустим, если вы домохозяйка, вы берете, я рекомендую пройти какой-нибудь курс Таро или гадания на картах. И, собственно говоря, вот когда вы гадаете на картах, вы снимаете тревогу. Это самый такой простой путь или как бы самая такая примитивная психологическая технология для того, чтобы снять тревогу. Второй момент, например, тоже такие из примитивных технологий, таких даже базовых технологий по снятию тревоги, потому что первая обычно у нас задача снять тревогу, вторая задача понять, третья задача трансформировать бессознательные паттерны. Вот нижний уровень у нас про то, чтобы снять тревогу. Что мы можем сделать? Есть еще базовый такой подход, контейнирование называется. То есть, если вы хоть раз успокаивали плачущего младенца, убаюкивали, да, или подругу, которая плачет, вы ее выслушивали, а потом говорили, все будет хорошо, вы уже психолог, вы уже занимались контейнированием. То есть вот в этом отношении стать психологом довольно просто. Если мы говорим о профессии психолога как бизнесе, который приносит деньги, то вам нужно давать какую-то такую пользу, за которую люди будут платить деньги. И в этом отношении, например, за успокоение или телефон доверия, то есть, скорее всего, вам не будут платить деньги. А вот, скажем, если вы освоите какое-то гадание или карты Таро, или метафорические карты, или другие какие-то такие прикладные инструменты, то вполне можете брать деньги как таролог, то есть там не нужно какого-то специального образования. Если мы говорим про профессию, то вам однозначно надо будет получить профессиональное психологическое образование. Второе, само по себе образование психолога это ни о чем, это нужно понимать. То есть там на специальности психологии вас учат проводить исследования, вас учат, какие там бывают разные виды психологии, то есть какая там философия и так далее и тому подобное. А специализацию вы уже проходите после, когда имея вот это образование, либо психологическое, либо медицинское, либо образование социального работника. Вы устраиваетесь на какой-либо курс специализации. Я, например, рекомендую устраиваться всем своим знакомым в группу-анализ идти, потому что это самый такой дешевый, быстрый путь в профессию, да, потому что там остальные, они приходятся, там куча тупиков. Вот. Это как бы мое видение, то есть я группоанализом занимаюсь, поэтому я хвалю его, я вижу в нем самые такие продвинутые вещи. И все, то есть 5 лет учитесь в институте, 5 лет у вас специализации, там еще лет 5-10 практики, и вот у вас через 15-20 лет вы будете психологом и можете зарабатывать деньги.